Luma Island — это, пожалуй, одна из самых ламповых и человых игр, в которые я играл. Нельзя не признать, что даже с первого броского взгляда она умудряется чем-то тебя зацепить. Совсем чуть-чуть, почти на 50 часов. В этом видео вы узнаете, как эта казуальнейшая ламповая игра подрывала мою задницу, в каких из 7 профессий я стал настоящим профессионалом, и почему среди всех специальностей со сложностью в 1-2 звезды была одна, где эта сложность измерялась уже черепами. К тому же, должен заметить, что этот остров любит хранить тайны. Остров Лума довольно нетипичная для меня игра, по сути ламповая ферма в духе Stardew Valley, но если Stardew был по большей части симулятором, то Luma Island — это гринделка, которая отправляет тебя жить на остров, где начинают происходить странные вещи. Сначала какое-то землетрясение разрушает несколько городских зданий, а после ты начинаешь исследовать разные биомы и находить древние храмы под завязку, наполненные ловушками, разгадывать различные загадки и заводить волшебных питомцев. Пока я случайно не рассказал вам, как эта милейшая игра спустя 40 часов постепенно превращается в сатану, высасывающего из тебя жизнь. А йоу, чуваки, вы на канале Айду, и это 100 дней на острове Лума. Игрушка началась с не слишком детального создания персонажа, где я не стал сильно париться и поэтому создал себе Брэдли Купера. На что нельзя было не обратить свое внимание, так это на картинку. Не знаю, как вам, меня стилистически эта игра сразу же зацепила. Оставалось разобраться, так ли она хороша во всем остальном. Из деревянного ящика я достал медный топор, сразу же заметил, что таких же ящиков вокруг разбросано несколько, а значит впереди меня еще будут ждать другие инструменты. С помощью топора можно было валить деревья и разрушать кусты, получая базовые ресурсы и какие-то интересные штуковины, именуемые духом природы. После этого мне открылся чертеж простейшего деревообрабатывающего станка, второй сундук порадовал киркой для добычи руды и камня со своим уникальным духом. Затем сразу же чертеж промышленной печи. Для ее постройки я добыл еще немного камня и древесины, чтобы из лишних бревен заготовить доски, нужные для строительства. Как только это было готово, у меня появилась печь и еще спустя немного времени плавильня, вот только для нее уже нужен был обработанный камень и уголь. На поверхности находилась капля медной руды, а вот за углем я спустился в небольшую пещеру у своей фермы. Здесь росли грибы, и большая ее часть была залита тьмой, заходить в которую, судя по этому звуку, было опасно. Я решил свалить отсюда по-хорошему и проверить, может где-то снаружи все-таки есть хотя бы немного угля. Одновременно с этим поставил обтачиваться камень и погнал на пляж. Здесь лежало немного соли, плюс можно было надыбать песка прямо под своими ногами, но никаких следов угля не было даже в помине. Пришлось вернуться, собрать грибов и чуток камня, просто я надеялся получить уголь с него хотя бы с минимальным шансом. А вот после я начал добывать какие-то залежи на самой границе с темнотой, и, о чудо, одна из них дала мне немного угля. На выходе из пещеры я заметил сундук, спрятанный в укромном местечке, такое пропускать было нельзя. Ко мне в карманы посыпались какие-то жетоны, коробка гвоздей и прочие мелочи. Для плавильни все было готово. Игра говорила, что можно отправляться куда-то в ратушу, чтобы начать новую жизнь, но прежде чем отправляться куда-то, я испытал плавильню в деле. Тропа от моего лагеря раздваивалась буквально через десяток шагов. Разумеется, первым делом я подул туда, где лежал дармовой сундук с лутом. Внутри него лежал кнут для сражений, в саму пещеру газовать я не стал, понимая, что там 100% меня будут ждать враги. А за этой яркой уже и находился сам город. Я поздоровался с первым встречным жителем в белом тюрбане. Мужик представился Бальтазаром и сказал, что продает строительные чертежи и собирает древние книги. Видимо, он был довольно старым, потому что жаловался на память, да и когда сказал, что я могу помочь ему собрать коллекцию книг 4 древних цивилизаций, не смог умножить 5 на 4. Как бы он при следующей встрече не забыл, как меня вообще зовут, у деда явно альцгеймер, буду называть его Валерой. Пока я двигался к городской ратуше, краем глаза подмечал другие интересные места: фермерский магазин, городскую площадь, автомобили, а в ней самой меня встретил уже еще один старик по имени Герберт. Занимался тут бумажной работой и одной фразой дал понять, что я после увольнения из работы импульсивно решил перебраться в более спокойное и приземленное место. Предложил купить лицензию на профессию, сказав, что она как дерево, если ухаживать за ним, то в будущем то непременно даст плоды. На выбор было 7 специальностей: готовка еды, готовка напитков, поиск пиратских сокровищ, кузнечное дело, ловля рыбы опять-таки с последующей готовкой, ювелирное дело и археология с раскопками древних артефактов. И даже не учитывая, что у каждой из профессий была своя условная сложность, я не знал, что выбрать. Мне хотелось заниматься буквально всем, кроме готовки. Что ж, надеясь на то, что в будущем смогу открыть все специальности, я купил лицензию кузнеца, улучшил свою снарягу на городской наковальне, первый раз даже не пришлось затрачивать какие-либо ресурсы, как я понял, а потом встретился с Сильвией, хозяйкой оборудования, за которым я только что работал. Пользуйся моей наковальней, я не против. Да я как бы уже... Сильвия была местным кузнецом, и из ее рассказа можно было понять, в чем заключается суть этого ремесла, если кратко, добыча руд в темных и опасных пещерах.
Ну и работа с металлом. Твою мать, за 40 гривен штаны, блин. Что тут сказать, я недавно по Kingdom Come Deliverance 2 видос делал, так что с кузнечным делом уже знаком в какой-то степени. Еще я узнал 3 главных правила при походе в пещеру: не тушить факел, держаться подальше от пауков и запоминать обратный путь. Звучало более чем просто. Возможно, если я преуспею в этом деле, в будущем смогу открыть свою мастерскую. Сильвия мне с этим поможет, но только после того, как я изучу основы и сделаю ей что-то простейшее – гирю для весов. Стоило проснуться, как с самого утра прямо перед моим домиком лежали новые инструменты – мотыга и лейка, предназначенные для фермерства. А неплохо так начинаются будни человека, выбравшего кузнечное дело, скажите? Из дерева и палок я сделал простой верстак, чертеж которого купил вчера в городском магазине, и уже нацелился на создание парочки факелов, потому что без руты не будет и самого ремесла, а значит надо идти в пещеру, а значит надо освещать себе путь. Чуть позже я надыбал немного песка для переплавки и на том же пляже нашел удочку и сачок. Подался в пещеры, понял, что с 2 факелами ухи не сваришь, но пока что приходилось работать с тем, что имеем. Попытался забрать 1 факел обратно, но он уничтожился целиком, значит по-простому не получится и надо запасаться ресурсами. И была тут одна маленькая проблемка. Для факелов нужна смола, а она попадалась мне всего-то 2 или 3 раза за все это время. К тому же я так и не понял, откуда я ее выбил. Рубка деревьев ничего не дала, уничтожение кустов тоже. Если эта штука падает из них лишь с небольшой вероятностью, то... Мы в дерьме! Мы в дерьме! Я смог сделать еще лишь 2 факела и в этот раз в пещеру спускался, скрестив пальцы. Нужно было найти хоть немного угля для постройки кузницы. Без нее мне не продвинуться и не стать местным Минджихом из Скалицы. Как же удачно, что у меня получилось. Но одновременно с этим внезапно послышались страшные звуки. Без шуток, эти гребаные пиксели испугали меня больше, чем аборигены в Sons of the Forest. Все потому, что я еще не разобрался, как именно проходят атаки кнутом. Оказалось, что микрочелик бьет сугубо впереди себя, поэтому на клавишах ВАЗ нужно было прямо-таки танцевать лезгинку. Паук сначала просто маленько застанился и лишь после еще пары атак разлетелся на атомы, а мне, наверное, чертовски повезло, потому что кажется, учитывая, что у меня нет полоски здоровья или чего-то вроде сердечек, то всего 1 удар и мне хана. Из фиолетовых кристаллов добывался хрусталь, к тому же у камня был свой и особенный дух, знать бы еще для чего он нужен, но главное, что уголь был у меня, это значит порция выплавленного из песка стекла и кузница готова. Для простой шестеренки требовалось целых 4 слитка меди. Я быстро понял, что без смолы для факелов добыча руды не сможет продолжаться, и поэтому погнал гастролировать на пару с топором по здешним лесным угодьям. Рубил всевозможные кусты, деревья и ничего. Увидел волшебные огоньки, пошел за ними следом и в итоге нашел сундук с сокровищами. Лучше бы и смолы дали. Когда немного стемнело, откуда-то из-под деревьев начал пробиваться свет. В земле находился кристалл, издающий сигналы с некоторой частотой. Рядом был еще один такой и странный куст, на который пока что я внимания не обратил. Активировал второй кристалл, но ничего не произошло. Только после этого я понял, что эти выделяющиеся кусты как раз таки и содержат смолу. Хоть их здесь немного, но это явно в разы лучше, чем ничего. А еще один источник свечения оказался третьей и последней такой лампочкой, активировав все из которых я получил еще одну небольшую награду. Собирался идти отдыхать перед важным днем, но увидел загадочный кристалл на самой вершине небольшой горы. Судя по сообщению от игры, он пригодится мне для решения еще одной головоломки. Ну и поскольку моей ближайшей целью было создание шестеренки, план действий был прост: нужны медь и уголь. Я сделал десяток факелов и погнал в пещеру, опустил камеру вниз, чтобы увидеть, насколько она большая, и места тут еще вполне достаточно. Я решил продвигаться в сторону того светящегося артефакта вдалеке. Добыл не только медь, но и маленько прошелся по залежам бронзового лома, немного заигрывая с темнотой. На меня вдруг снова напал паук, и я понял, что в сражениях чувствую себя не особо уверенно, так что, быть может, лучше даже не заходить слишком далеко. К тому же бронзового лома тут встречалось больше, а он мне пока еще не нужен. Слитки выплавились, параллельно с ними я поставил на обработку и немного досок на будущее, а еще одну любопытную штуку — сигнальный огонь. Если верить обучению, он освещает довольно большую зону и, возможно, даже круче, чем факелы. Вместе с крафтом шестеренки я получил рецепт пружины и понял, что нужно гнать в город продавать эту безделушку. Представьте мое удивление, когда эта штуковина ушла за целую 1000 монет. Навряд ли это большая сумма для этой игры, но звучало довольно хорошо. Настолько, что я решил наведаться в фермерский магазин с надеждой купить себе семена смоляных кустов. Поздоровался с хозяевами фермы, с Лили, которая даже засмущалась от простого разговора и занималась посевами, и с ее братом Итаном, который был животноводом. Как я понял, был в этих двоих дух отшельничества, и людям они предпочитали зверей да посевы. А вот в магазине, кроме кроликов и пшеницы, ничего не было, но пару семян я таки купил, кто знает, может, это еще один легкий способ заработать. Прошелся по лужайке, высматривая больше смоляных кустов, но нашел только один и понял, что пора расширяться.
Следующим шагом было создание перерабатывающей машины, для которой надо было стекло, ну хотя бы песка здесь было навалом. Кстати, часть семян сошла неожиданно быстро, хотя до созревания им по-прежнему еще далеко. В новенькой установке из бронзового лома и камней можно было получать бронзовую руду. Пока установка шуршала, я еще раз наведался в пещеру, чтобы испытать сигнальный огонь. Он оказался удобной вещицей, чтобы разведать местоположение ближайших залежей, но заменой факелом, увы, не был, слишком уж быстро гас его свет. И тем не менее, последняя пара походов в пещеру была результативна, и что меди, что бронзы у меня было в достатке. После установки производства пружины можно было идти отдыхать. Внезапно моя текущая задача резко сменилась, и я сразу и не понял, что это из-за того, что я подобрал наконец-то готовое изделие из кузницы. Дальше нужно было найти какое-то существо, так называемого лума, и на поиски нужно было отправляться в загадочное место. Меток на карте не было, так что я погнал туда, где в самом начале нашел кнут. Из всего, что я пока видел, это место больше всех походило на загадочное. Какой-то странный храм, где без оружия я бы даже не смог задействовать переключатель, активирующий дверной механизм. Здесь встречались поодинокие враги в лице летучих мышей, но они были даже слабее, чем пауки. Почти в каждом из коридоров стояла пара-тройка бочек или ящиков, откуда на меня сыпались ресурсы, включая уголь и даже смолу, что так сильно мне нужна для освещения пещеры. В центре храма было несколько возможных путей, но один из них был закрыт древней дверью фермеров, которую без собранного урожая открыть нельзя. Но не все так плохо, пшеница у меня как раз растет, фермерский дух появится вместе с ее сбором, я надеюсь, останется только вырастить виноград, а та загадочная книга, увы, была недосягаема. Углубляясь в оставшийся проход, я начал встречать ловушки, но, как видите, они были простейшими, как и редкие головоломки, так что попасть в такую сможет только реально лишь какой-нибудь глупый и невнимательный человек. Прямо за этими несложными ловушками был проход обратно к центральному помещению, но теперь уже с другой стороны, и та книга была у меня в руках. Дальнейший проход подкинул мне древний ключ из усадьбы. Интересно, не видел здесь ничего похожего, а в сундуке у выхода лежало в том числе загадочное яйцо, которое можно было вырастить в инкубаторе лумов. Разграблять гробницы было повеселее, чем просто добывать руду в пещере. Если дальше в подобных храмах начнет встречаться медь и другие металлы, то мне вполне подойдет еще одна профессия, связанная с их исследованием. Большая часть пшеницы созрела, а вот инкубатор для лумов построить не удалось, у меня банально не было его чертежа. Надо отправляться в город. Я отдал найденную книгу Бальтазару, получив награду расширения ассортимента, и 1000 монет в итоге оказалась не такой уж и большой суммой, потому как простые чертежи стоили 5 сотен монет, а инкубатор как раз 1000. Но я смог продать пару находок из храма за небольшие деньги, пружину и купить несколько чертежей, забора, инкубатора и сразу же чертеж гнезда для лумы. Мне кажется, его в любом случае нужно будет покупать. К тому же оказалось, что среди дешевого хлама у меня завалялось немного сокровищ, окутанных паутиной. После беглого обхода ближайших территорий я вернулся домой, собрал оставшуюся пшеницу и начал делать инкубатор. Ну как начал, для него нужно было довольно много ресурсов, слитки у меня уже были, остались стекло, кожа из грибов и ткань из хлопка, что рос в округе. В инкубаторе пока я мог создать лишь странные зефирные сферы, некую жизнь лума. Наконец-то мне пригодились духовные частицы, выпадающие из всего, что тут только есть, и только после этого из созданной жизни и яйца я начал высиживать в инкубаторе самого луму. Пока этот процесс шел, решил прилечь поспать, а ночью что-то произошло. Странное землетрясение, и пока не было ясно, что было тому причиной. Из инкубатора появился живой гриб, видимо это и есть лума. Очевидно, это какой-то питомец, но пока что, кроме того, чтобы просто бегать за мной, он не делал ничего. Ну окей, просто быть няшным мухомором это уже достойно, и не дай бог кто-то решит на него напасть. Это же мой гриб! Чё он ваш? А ну нет, блин! Я добыл немного ресурсов, чтобы сделать для него корм. Съев порцию, гриб изверг из себя энергетическую сферу, а мое задание сразу же сменилось на создание простой подковы. Но пока я решил пробежать вдоль пляжа и посмотреть, может удастся найти источник того землетрясения. Почему-то я думал, что виной тому был какой-то метеорит. Я ничего не нашел, но прочистил путь к лужайке с надгробными плитами. В них удобно поместился тот камень из вершины горы. Но чтобы открыть ворота, придется таких найти еще немало. Но уверен, награда точно будет того стоить. Через тайный путь мне удалось пройти за скалами и открыть сундук с уникальным содержимым – волшебное пшеничное зерно, которое после созревания возвращалось назад ко мне, позволяя выращивать бесконечное количество урожая. Чтобы сделать подкову, я вернулся обратно в пещеру. Хорошо, что вопрос с поиском смолы так быстро решился, потому что без факелов о каком-либо прогрессе речи даже не могло быть. И тем временем я понял, что эта игра всячески подстегивает меня исследовать остров, чему я был только рад. А вот чему радоваться было трудно, так это тому, что я запорол все эти ресурсы во время создания замка. Дело в том, что я лег спать, скипнул ночь, а на утро сразу же вышел из игры, и теперь, как видите, ресурсов здесь больше не было. Что поделать, я снова погнал в пещеру добывать руду, стараясь потихоньку продвигаться в сторону того странного артефакта. Хотя бы с факелами в этот раз проблем не будет, а пока те создавались, я нашел еще несколько кристаллов на территории участка. Отыскал 2 странных голубых камня, но пока не знал, что мне с ними делать, а еще встретил говорящий камень.
Он рассказал о волшебных существах с таинственной силой, которые назывались лумами. Они помогали обитателям острова и давали им уникальные дары, способные наделять волшебной силой предметы и готовить какие-то особые закуски. Камень быстро проверил, внимательно ли я слушал его рассказ, и как только в этом убедился, сразу же заулыбался. Добыча ресурсов продвигалась, и теперь я окончательно понял, что монстры нападают на меня лишь в момент, когда я начинаю разбивать эти цветные кристаллы. Видимо, их приманивал звук, что исходил от каждого моего удара. Дальше на очереди был уже якорь. Мне стало ясно, что это лишь мое условное продвижение по профессии и что все созданные вещи годятся только на продажу. Но ничего, в этот раз я был настойчив достаточно, чтобы добраться к заветной странной штуковине в самом конце пещеры. Она оказалась каким-то механизмом, и клянусь вам, за это мгновение я успел прочитать текст, но вот осознать, что он подразумевает под собой, удалось только после того, как пещера начала рушиться, а большой таймер прямо посреди экрана подсказывал, что надо как можно скорее уносить отсюда ноги. После этого содержимое пещеры обновилось до нетронутого состояния. Да уж, рановато я активировал эту штуковину. Поскольку продвигаться по своей профессии я все равно сейчас не мог, для якоря нужна была сила лума, которую я получал лишь 2 единицы за сутки, то я решил сгонять в город. Жители обсуждали случившееся землетрясение, и они тоже не были в курсе, из-за чего это могло случиться. Сильвия переживала, как бы это не из-за ее упорной работы в шахте, как и мужик Майло, что скорее всего был скульптором, решил, что тоже мог стать причиной случившемуся. Я продал еще немного собранного хлама, увидел, что части вражеских существ годятся лишь на продажу, а вот вполне ценные кристаллы, полезные для крафта. Руки сами тянулись купить новые чертежи, но я сказал себе продвигаться по сюжету линейно, чтобы приобрести эти плюшки естественным образом. Были здесь и крайне полезные штуковины, улей, который, насколько я понимал, значительно ускорял рост посевов, и садовый шланг, позволяющий не бегать с лейкой как дурачок. Но пока моих финансов хватит только на банку красной икры от какого-то блогера, желающего снять видео о том, как я жадно ее уплетаю. Было круто, что в лавке Сильвии продавалась в том числе и медь, правда стоила 1 единица аж 400 монет, а еще продав уже все свои изделия, я, кажется, вспомнил, что она обещала, что заплатит за них больше, чем другие, но что сделано, то сделано, и кто это сделал, уже значения не имеет. Бежал сюда и в том числе с мыслью заглянуть на ферму, у них как раз удачно обновился ассортимент и здесь появился виноград. Теперь получается, что вырастив его, я смогу открыть ту фермерскую дверь в храме. Для винограда решил сделать отдельные грядки и пока даже не догадывался, насколько прихотливой культурой он будет. Но сперва закончить создание якоря. Шальной гриб дал мне немного своей семен, я хотел сказать немного своей силы, и для якоря все было готово, оставалось лишь ждать. Сразу же я позакидывал в печки и станки всякого, чтобы создать немного материалов про запас. Забрал якорь и понял, что, по-видимому, крафт грузила станет финальной точкой моего входа в кузнечное дело. Ну и, видимо, дальше все будет еще сложнее и интереснее. Поскольку для него нужно больше меди, то я вернулся к ковырянию в шахте. А что касалось винограда, он всем своим видом подавал знаки, что с ним что-то не в порядке. Приблизившись, понял, что тому не хватает удобрений, и благо делались они из обычной древесины, так что все было под контролем. Правда, виноград еще и сорняками успел зарасти за один единственный день. Еще немаловажным и, если честно, запоздалым открытием стало то, что уголь можно было выжигать из обычных палок, что добывались из простых кустов, и все эти дни бесхозно валялись в инвентаре. Я сразу бросил и бронзу на очистку, она мне тоже, несомненно, понадобится, но теперь опять нужно подождать несколько дней, чтобы гриб смог отработать свою еду. Почему нет игры, где ты типа грибок? Благо, что мне было чем заняться и так. Например, улучшить свою снарягу, ведь я уже и забыл, что для первых пары уровней мне для этого даже не нужно ничего добывать. А вот дальше нужно будет наковырять еще меди, но это не страшно. Решил немного прогуляться по городу и, что уж там скромничать, посмотреть, может я уже созрел для покупки новой профессии, увидел какого-то странного мужичка с золотым якорем на шее, что как бы само по себе уже говорит о многом. А я хочу доказать всем, что я не дурачок. Но оказалось, что этот ни капельки не самовлюбленный и не тщеславный человек является здешним мэром. Хвалился тем, что установил главную достопримечательность в городе – канализационные люки. Ну а там, кто знает, быть может, он не такой и плохой парень. Как минимум, он был буквально обременен своим тщеславием. Прям Сизиф только тащит не валун, а золото, которое тянет его вниз. Мужик тоже был взволнован землетрясением и мимолетом сказал, что в городе бы пригодилась пара лишних скамеек, как для горожан, так и для туристов. А вот дед Герриард порадовал вполне сносной ценой на новые профессии. 5 сотен монет, это я точно потяну. Раз первая профессия у меня была ориентирована на гринд в шахте, хотелось взять что-то связанное с исследованием острова. Я надеялся, что искатель сокровищ станет как раз подходящим занятием, тем более я уже не один раз встречал небольшие кучки с пиратскими интересностями. Вероятно, они-то мне и будут нужны для становления в этом ратном деле. Поговорить об этом я погнал
сгонял на пирс к местному капитану. Не очень серьезный парень, чем-то немного похож на мэра. Говорил, что сейчас у него нет особой работы из-за того, что пирс разрушен, да и в целом дело морехода с плаваниями то в одну, то в другую сторону его утомляли. А вот что касалось пиратских сокровищ, тут он подкинул пару рецептов и сказал, что настоящей проверкой моего мастерства станет создание черных пиратских парусов. Ну и деньгами он тоже не обделит. Да еще и дал мне пса в качестве помощника, хотя его рядом видно не было, в отличие от самих сокровищ. Виноградные лозы после сбора урожая оставались, хотя не уверен, что они мне будут так уж необходимы, учитывая, сколько ухода им нужно. Сделал небольшой кружок по местности, собирая смолу, нашел еще один сундук с сокровищами и несколько куч с пиратским барахлом, а еще головоломку, схожую на такую, что уже попадалась раньше. Правда, здесь отыскать третий камень мне пока не удалось. Вместо этого я нашел красивенное место с водопадом и несложной головоломкой на память, где нужно было повторить последовательность из 3 цветов на центральном камне. Вполне возможно, что эта штука со временем перезарядится, ведь иначе она бы исчезла. На следующий день я был волен заниматься чем только хочу, но заниматься новым ремеслом, пока не стану хотя бы любителем в текущем, я не буду. Пока переплавлял остатки руд, решил испытать рыбалку. Это первая игра, в которой, чтобы поймать рыбу, я должен гоняться за ней поплавком. Жаль, что здесь охоты нет. Сделал простой сундук на случай, если инвентарь будет полностью забит, и даже сложил туда пару драгоценных камней. Винограда у меня уже, кажется, было достаточно, так что новый поход в старые руины не заставил себя долго ждать. Знакомые ловушки второй раз прошли заметно быстрее, и я забрал заслуженную награду, спрятанную за фермерской дверью. Кажется, я открыл рецепт железных слитков, вот бы еще и руду где-то достать. Практически сразу за входом в храм я нашел еще один кристалл, ради которого починил старую лестницу. Осталось найти таких всего лишь пару штук. На следующий день для создания грузила все было готово, плюс к этому я выплавил свой первый железный слиток из руды, что нашел в каком-то сундуке. Грузило было главным заданием от Сильвии, так что когда я принес его, моя работа была неплохо оценена, и я заслужил право называться почетным званием начинающего кузнеца. Ну и награда была достойной, но впереди работы было только больше. Сильвия попросила сделать что-то гораздо сложнее, чем кусок металла в форме гири, настоящий механизм, а точнее часы, но перед этим посоветовала попрактиковаться в создании целого перечня более простых вещей. Видимо, начинающий кузнец или опытный, а так или иначе он должен шариться в опасных пещерах и долбиться киркой о руду. Это, пожалуй, не дело, я решил сменить профессию и попытать удачи в роли искателя сокровищ. Для этого нужно было начальное оборудование в виде простого верстака и раковины. Создавалось это добро несложно, я поколупался в пещере немного и буквально в тот же день построил обе штукенции. Теперь надо было сделать медный магнит из слитка руды. Он был особой формой наживки, что позволяло вылавливать кое-что поинтереснее рыбы. Пока руда плавилась, я сгонял к тем светящимся камням и наконец-то нашел третий. Одной загадкой на острове стало меньше, а сам процесс ловли сокровища был еще проще, чем вылавливание рыбы. Главное найти пузыри на поверхности, и можно начинать вытаскивать все, что не прибито к морскому дну. В раковине это дело промывалось с использованием ткани, и я получал проклятую эссенцию, уже с помощью которой делал пиратский стаф из того мусора, что откапывал в кучках камней и находил в сундуках. Продал пиратскую повязку в городе и сразу же сделал из оставшихся ресурсов шляпу и пиратские штаны. А вот на камзол ресурсов у меня уже не хватало, и поскольку до этого я копил их многие дни, то сейчас мне не помешало бы подкрепление. Вот только я не сразу допер, как мне вообще использовать подаренного пса. Я просто держал его в руке как какую-то игрушку. Решил, возможно, нужно построить для него будку и погнал в город. Заодно улучшил себе инструменты, но чертежа домика для пса так и не нашел. На деле же все оказалось гораздо проще. Я слепой. Видите эту специально выведенную в сторону иконку, словно намекающую на что-то, а вот я сразу не увидел. Стоило поместить сюда моего лютоволка, как вместо бегающего гриба со мной уже бегал пёсель. Я погнал на пляж в надежде, что он будет чуять скрытые сокровища. Так и произошло, лютоволк резко куда-то побежал, вот только здесь ничего не было. А потом я подошел к нему вплотную и тупо достал из-под песка огромный сундук с добром. Неплохо так, пробежав до конца пляжа, он помог мне открыть еще 2 таких, к тому же они были разбросаны вообще по всей территории, и в лесу, и даже в городе, о чем я узнал позже. Тот светящийся камень и вправду перезарядился, выдал в этот раз чуть более длинную загадку, но все еще простую. Увидел в стороне еще один светящийся кристалл и даже не заметил, что этот ручей вполне возможно вытекает из еще одной пещеры. Недалеко от кристалла обитал еще один гриб, этот был даже говорящим, но ничего особо полезного мне не рассказал. Затаривайся, Ильича Подседова! В его лавке продавались чуть ли не все доступные мне ресурсы, только не за деньги, а за специальные жетоны, которых у меня было лишь 2 десятка, так что тратить пока их не стал. Осталось найти еще лишь парочку этих штуковин, и дверь будет открыта. Вот только мне уже казалось, что я исследовал всю округу целиком.
Немного пробачил ради промывки проклятых эссенций и наконец-то сделал камзол. Видимо, это было последнее испытание перед созданием флага. Я решил смотаться в город в очередной раз, чтобы продать созданное барахло моряку. Насколько я понял, разные торговцы платят больше именно за тот товар, что относится к их ремеслу. Представьте мое удивление, когда я видел очередной кристалл, но уже в городе. Это натолкнуло на мысль, что их тут может быть несколько. К тому же и осталось найти всего лишь один. Поговорил с мужичком Нельсоном, который рассказал о сломанном маяке и попросил его починить. А вот моряк, падла, обещал, что заплатит мне, но в итоге продать ему весь созданный хлам я не мог. Быть может, его лавка откроется несколько позднее. О, это, видимо, гордость нашего мэра. Настоящее произведение искусства в виде канализационного люка. Уж такие штуки бомжи будут воровать на металл с особым рвением, я полагаю. Когда я прогуливался по городу, увидел, что после землетрясения он в несколько потрепанном состоянии. Были сломаны некоторые столбы, но особо сильно пострадал приют для животных местной жительницы Зары, и надо будет починить в том числе его. София, хозяйка вот этого прибыльного бизнеса, поделилась своей историей, сказала, что устала работать и жить на материке, где она вставала очень рано каждый день, работала в супермаркете и расставляла там товары по полкам. Теперь же она купила себе дело за остаток сбережений. Умный ход. Пожалуй, если она уставала расставлять товар на полке, то с владением целого магазина она точно справится. Но он тоже был разрушен, причем довольно неслабо, и тут я тоже мог бы помочь, только немного позднее. Был в городе и местный Индиана Джонс, доктор Арчи. Он раскинул палатку у древней двери, но никак не мог пробраться внутрь. Его глаза горели еще сильнее, чем мои, настолько задорно тот рассказывал о храме. У меня уже был один древний ключ к этому месту, но оставалось еще 3. Старик, видимо, ничего не собирается делать для их поиска, так что это дело будет целиком на моих плечах. Где-то за городом, буквально у края скалы, находился еще один домик, от него маленько веяло чем-то мрачным. Его хозяйка чувствовала, что грядет что-то в некотором роде грандиозное, и что это землетрясение – это только начало. Ей нужен был кто-то, кто ищет древности, так что, видимо, если я решу в один день взять профессию археолога, то идти мне нужно будет к ней. И кто знает, все похоже на то, что именно эта профессия будет ключом для разгадки главной тайны этого острова, ведь не зря у нее самая высокая сложность на фоне остальных. Недалеко от дома городских кузнецов нашел большой завал, к которому у меня не было допуска, и по счастливому случаю, кроме нахождения еще парочки сундуков, забрел в очень укромное и незаметное место, где и лежал последний кристалл. Двери отворились, в 2 сундуках меня ждал вполне привычный лут, а вот в 3-м еще одно яйцо уникального лума. И должен сказать, что это точно не единственный подобный храм, потому что, блуждая по острову, я снова нашел кристалл. Черт, даже глядя на то, как все просто реализовано в этом низкополигональном мирке, меня плавно затягивало во все это с головой. И было интересно, что же удастся найти дальше и какие еще загадки будут меня ожидать. Я сделал пиратский флаг, и осталось финальное испытание с черными парусами, после которого я повышу свою квалификацию в поиске сокровищ. Закинул в инкубатор 2-е яйцо лума и в этот раз получил себе приспешника в виде чернобыльской рыбины. Польза от нее была столько же, сколько и от предыдущего – 0, но меняя питомца, я теперь могу получать вдвое больше их энергии, что несомненно полезно для будущей работы. Я заметил, что для будущих заказов и по кузнечному делу, и по ремонту городских зданий мне нужно было найти лес, потому что доски, которые нужны для ремонта, уже явно отличались от тех, что я мог делать из обычной фермерской древесины. Ну и погнал искать лес, обыскивая все прилегающие территории в очередной раз, но стоит ли говорить, что ничего такого я не нашел и одновременно с этим добрался до самого края этого островка, значит искать нужно было где-то в совершенно другом месте. Так что в итоге я вернулся обратно к созданию парусов, закинул найденные клады на обмывку и одновременно с этим плавил очередную порцию руды. Увидел, что могу сделать шелковые нити, а это значит, что наконец-то я могу сделать самый простой домик для тех странных питомцев. Кинул его как раз со своим трейлером, туда как раз помещалось 2, и теперь больше не придется каждый раз перетаскивать их между ячейками инвентаря. Правда, эта мелюзга быстро разбежалась в разные стороны, надеюсь, хотя бы не придется бегать и искать их по лесу. Паруса наконец-то были готовы, и я погнал к городской пристани, в этот раз сокращая путь открытой тропинкой. Нашел еще один кристалл, и, возможно, я реально слепой, но готов поклясться, раньше его здесь не было. Сам же капитан был очень рад этому пиратскому парусу, правда неясно, зачем ему вообще нужна эта черная тряпка, но тема пиратов его и правда интересовала. Я получил звание начинающего искателя сокровищ, и капитан Квинси заявил, что я помогу ему оживить историю, но углубляться в это ремесло я опять-таки пока что не хотел. Быть мастером в одном деле, непосредственностью во многих, видимо, это не про меня, так что отныне я еще и рыбак. Очень сильно хотелось сразу же взять самую сложную профессию археолога, но сделаю это в следующий раз.
Встретить местную рыбачку мне удалось лишь на следующее утро. Она хотела приготовить древнее семейное блюдо, но с рецептом были некоторые трудности, так что моя помощь была как раз кстати. А на обратном пути домой я, кажется, совершенно случайно нашел проход в лес, что так сильно был мне нужен. Давайте представим, что эта табличка с дерева мне висела здесь с самого первого дня моего выживания. На пути стоял какой-то старик по имени Джеффри, оказывается, у него я и выкупил тот участок с трейлером. Дед затирал что-то о землетрясении и плавно перешел к древним пророчествам, подразумевая то, что они связаны и что я могу быть избранным. Он также рассказал о 4 ключах, а значит, вскрытие той гробницы будет моей главной задачей. Но прежде чем добраться в лес, нужно будет починить обрушившийся мост. Сюда требовалась пара мостовых балок, но, к счастью, у дровосеков они были в продаже. Мне осталось только наделать нити и деревянных досок, в перерыве занимаясь рыбалкой. На рыбацком кухонном верстаке из селедки, водорослей я сделал первое блюдо по заказам нашей рыбачки, но к остальным приступать не особо спешил. Пока был в городе, улучшил кирку с помощью единственного железного слитка и отправился исследовать новый лес. Он встретил меня обилием новых ресурсов, грибами, древесиной и всем остальным. Старик познакомил меня со здешним закрытым храмом, а если быть уж совсем точным, то с его дверью. Обратил внимание на то, что они отпираются с помощью 3 забытых скрижалей, и внутри самих руин я найду второй древний ключ. Я хотел бы спросить у старика, может он поможет мне не словом, а делом, но... Он испарился. А мне же предстояло исследовать новый биом. Здесь было много разных скрытых ходов с сундуками, всяких интересностей с головоломками и даже недружественных созданий. Но я решил пока оставить изучение леса, чтобы сначала разобраться с более приземленными делами, например, починить городские здания. Новый сорт древесины ушел на доски, но все было не так уж и просто. Я хотел заодно починить и городские скамейки, но вот незадача, они все и так были целы. А что касалось починки магазинов, те ресурсы, что я надыбал, были не единственными, и железо мне еще только предстояло найти. Но зато хотя бы с починкой зоомагазина я справился. Да, для этого пришлось сделать еще немалый запас стройматериалов, но как же счастлива была его хозяйка. Сказала на самом деле очень хорошие слова, что если окружить себя добрыми терпеливыми людьми, то все непременно будет хорошо. И открыла свою лавку, где можно будет купить новых питомцев Филума за... Сколько? Мэр продолжал заливать за сломанные скамейки, хотя и ни в какую не мог их найти. Да, некоторые из них были с трещинами, но в остальном вполне в порядке. Пришлось быть каким внимательным, чтобы найти на улицах именно сломанные, учитывая, что они были разбросаны по городским аллейкам. Но мэр Хьюго как минимум оценил и поблагодарил меня за хлопоты средствами налогоплательщиков. Не обеднеют, говорит. Следующим блюдом в развитии моих рыболовных навыков стала готовка суши, а еще дальше нужны были уже даже медузы. Чтобы поймать их, нужно было закидывать наживку не в скопление пузырей и не вблизи от рыбы, а просто куда-нибудь в пустоту. Но даже несмотря на простоту их ловли, с выуживанием окуня у меня были некоторые проблемы. Дело в том, что по сути в этой части острова было лишь 3 водоема. Небольшой пруд рядом с лагерем, где ловился Луциан, море с селедкой и еще один пруд водопада. Но там ловился тот же вид рыбы, что и возле лагеря. Я как дурачок прочесал ферму вдоль и поперек, сделал пробежку в лес, но там рыба была совсем другого тира, ее ловить пока что рановато. Лес был настолько большим, что я немного отвлекся и увлекся, решая головоломки, находя какие-то одиночные сундуки, и что стало сюрпризом, у одной из пещер в этих краях располагались незаконченные чертежи ремесленных станков, как бы намекая, что в принципе я могу и вовсе не возвращаться домой и делать все свои дела прямо не отходя от пещеры. Здесь располагались залежи меди и перита, золота дураков. У другого пещерного прохода рядом с озером я нашел уже железную руду, а по возвращению назад еще и залежи серебра. Во мне тут же проснулось желание вернуться к кузнечному делу, но перед этим хотелось все-таки закончить с рыбалкой. Выплавив слитки железа прямо у здешней пещеры, я мог сразу же сделать железный топор и хлыст. Удочка и мотыга пока отдыхали, потому что рыбалка и фермерство были не так затратны. Вечером я понял, что за все это время совершенно никак не украсил это место, не построил ничего, даже простейшего забора, так что сразу же начал это исправлять. Не скажу, что это все изменило, но лагерь хотя бы перестал быть похожим на простую лесную опушку. Та простецкая головоломка до сих пор работала и уже раз в 3-й или 4-й усложнилась. И даже так это был еще не конец. Я вернулся к рыбалке и, быстро, не тратя лишнее время, наловил кучу рыбы, чтобы сделать сразу 3 оставшиеся блюда. В чем была прелесть рыбалки, каждое из блюд содержало в себе ту же рыбу, что и остальные, просто немного в другом количестве, и иногда буквально с одной щепоткой специй из местных трав. Кажется, что именно сейчас я начал улавливать вайб игры, понял, что все это время меня никто не гнал в шею, не заставлял следить за какими-то важными показателями вроде здоровья, голода или вместимостью инвентаря. С момента постройки сундука я не положил в него больше ничего, и теперь я почти уверен, что инвентарь здесь безграничный. Перл удивилась, насколько похожим вышло ассорти из рыбы на стряпню ее бабули, поздравила с повышением и предложила продолжить нашу вонючую рыбную эпопею, но у меня были немного другие планы.
Пожалуй, настала пора снова заняться городом. Чертовски приятно было устранять небольшие поломки, делая его лучше, и теперь, когда я могу добывать железо, ничто не мешает заняться фонарными столбами, о которых мне затирал мэр. Пачка стекла, железных слитков и шурупов, попадающихся в сундуках, и я уже был во всеоружии. Столбы, в отличие от лавок, встречались мне куда чаще, правда, это совершенно не значит, что искать их будет легче. Так и оказалось, я бегал минут 15, изрезая город вдоль и поперек, а на деле же, что предпоследний из них находился там, где я уже пробегал, что последний, вот он уж был спрятан лучше всех. Мэр оценил мой труд и то, что его канализационные люки теперь красиво переливаются на свету, но, возможно, он что-то допонял, потому как сказал, ему есть над чем подумать. Рассказал о городском обвалившемся причале, из-за чего теперь туристы не могли ни приехать в город, ни его покинуть. И на самом деле казалось, что мэр все-таки еще не понял ни черта об этой жизни. Правда, браться за ремонт пирса пока рановато, кажется, что таких ресурсов я еще не встречал, а вот починить магазин Софии можно было без проблем. Поход за железом, тесание камня, выплавка стекла, драка с привидениями, но это опционально, и я был готов. Самый трудоемкий ремонт пока что, но, пожалуй, оно того стоило. Тем более София дала мне долговую расписку. Я это не понимаю. Но даже несмотря на это, ассортимент магазина был совсем неплох. Кроме ходовых ресурсов тут был трос, цемент и строительные леса, что пригодятся в ремонте городского маяка. Пусть мы и начали со скамейки фонарных столбов, но, возможно, по окончанию этот город можно будет даже не узнать. Нет. Я решил продолжить перестройку лагеря, очистил грядки, засеяв их травой, проложил еще немного забора, оборудовал новые посевы, исключительно для продажи, надеюсь, что бесконечный поток пшеницы подсобит мне в становлении миллионером. Учитывая здешнюю ценность денег, этого мне разве что на новую кирку хватит. Но, если серьезно, гляньте, что я прикупил. Садовый шланг, с которыми о воде можно было вообще не париться и ускорить сам процесс полива в несколько раз. А еще я купил чертеж крольчатника, не знаю зачем и что это мне даст, надеюсь, они хотя бы будут производить какой-нибудь мех. А самому тем временем можно было немного заняться прокладыванием тропинок, только теперь нужно было разбрасывать вокруг не семена травы, а гравий. Сделал клещи, ведро и уже готовил материалы для столовых приборов. Но учитывая, что для этих штуковин у меня начало уходить все больше энергии лума, разумно будет обеспокоиться покупкой новых видов, иначе придется ждать только ради того, чтобы можно было вновь их покормить. Лумы продавались в приюте для животных, так что в перерывах между работой я понемногу подлавливал рыбу на продажу. Дело это было простое, требовало только гусениц в качестве приманки, а ползали они везде. И водоросли, что росли буквально у меня под ногами. Из этого добра, особо не парясь, можно было готовить простейшие блюда и получать сразу 2000 за всего лишь одну порцию. После создания приборов энергии у меня больше не осталось, так что я подул в город. Следующая профессия обойдется мне уже в 30 тысяч, что довольно много, так что разумнее потратиться прямо сейчас. Из заработанных монет я как раз смог позволить себе еще одно загадочное яйцо. Сразу же под это дело я очистил участок земли и сделал ограду, чтобы микрочеликам было где растаптывать свои маленькие лапки. Выращенный лума был таким же, как один из моих, но это не отменяло его пользу. А еще на вырученные из блюд деньги я купил для них кормушку. Пока не ясно точно, но казалось, будто они могут есть и приносить энергию больше одного раза в день, и с этой штуковиной это будет крайне легко проверить. Да и не нужно будет больше париться и швыряться в них ягодами. Закол я еще раз маленько расширил, сделал наконец-то колокол и понял, что пора обратно в лес. Я немного увлекся добычей. Совсем чуть-чуть, так что дошел до края этой пещеры. На пути встретил парочку новых минеральных образований, зеленоватые кристаллы висмута и какой-то красный крокоид. Глядя на то, что даже сами по себе они стоят сравнительно неплохо, мне кажется, профессия ювелира позволит становиться богаче довольно быстро. Но как ни крути, пока, к сожалению, об этом было рано думать. Мне нужно было очень много железа, меди и угля. После выплавки слитков я погнал исследовать местность, находил целую кучу сундуков и увидел вход в подземный храм. Хотя общий уровень сложности в нем оставался по-прежнему невысоким, но сама структура уровней заметно усложнилась, появилось куда больше разветвлений и закрытых дверей, из которых я мог отворить далеко не все. Они были вовсе не обязательными, но за каждой такой дверью меня поджидала небольшая награда. Ловушки постепенно тоже усложнились, это все еще не было сложно, но наряду со спешкой я спотыкался здесь далеко не один раз. Нашел древнюю книгу и пробирался, как я надеялся, к выходу отсюда. Первая из 3 скрижалей была найдена, ну а в сундуке еще одно новое загадочное яйцо. Я так увлекся шастать в этом лесу, что потерял счет времени, решал разные головоломки и вспомнил, что находил здесь одну небольшую пещеру, что выводило меня к какому-то водоему. Это был проход в центральную часть леса, где меня поджидало еще больше изобилия сундуков, секретов, пиявок, прыгающих в морду прямо из кустов, тех самых волшебных кристаллов и еще одна статуя.
Здесь я нашел еще одни двери храма, но не понимал, как их открыть. Продолжил шнырять вокруг, пока наконец-то не заметил среди кучи камней тотем с небольшим кристаллом. Он активировал механизм двери, и когда я нашел второй такой, вход был разблокирован. Здесь я спотыкался куда чаще, чем раньше. На одном только этом месте с проклятым валуном меня сшибало с ног раза 3. Вот вам и казуал. В этом храме тоже было довольно много запертых дверей, но пока меня больше волновала именно скрижаль. Ну а что, так даже веселее. Спустя несколько коридоров я уперся в череду запертых дверей, головоломку с 4 рычагами, и обычно подобные задачки решались достаточно просто, чтобы не париться и открыть проход, тыкая на рычаги в рандомном порядке. Но, видимо, не здесь. Я напряг последнюю сохшуюся извилину и подумал: все, сейчас я прослежу за паттерном и пойму, в какой последовательности нужно дергать рычаги. Ну или так. Отсюда я вынес вторую скрижаль и еще одно яйцо Лумы. Кайф, думаю, что перед возвращением домой стоит отыскать и последнюю, дабы больше к этому не возвращаться. Вернул к жизни еще один недостроенный лагерь уже в глубине леса. Рядом с ним за заваленным проходом спрятался еще один говорящий камень, рассказавший о людях, которые почитали здешнюю природу и пытались понять ее секрет, что им в итоге удалось. В этом лагере я сделал небольшой привал, чтобы переплавить всю добытую руду и пополнить запасы древесины. Оставалась самая дальняя часть острова, от которой меня отделяло только болото, что каждую секунду засасывало персонажа все сильнее. Хорошо, что на тропе то тут, то там лежали камни и платформы, движимые силой, какой-то силой. Здесь был еще один подземный ход, который привел меня в тупик, но я тут же понял, что это еще одно сокращение, в этот раз гораздо более полезное, потому что сброшенная вниз лестница находилась буквально у входа в этот биом. Здесь была еще целая куча всего, лес был куда больше по размерам, чем территория моей фермы, и уверен, что эти кристаллы я буду искать гораздо дольше. Тут все чаще начинали попадаться враждебные грибы, не то чтобы они в принципе бывали дружелюбные. Ты не ешь грибы? Но хоть это чертовски замедляло меня, потихоньку продвигаться все же удавалось. Собирать множество сундуков, встречать знакомые по предыдущему биому головоломки и найти кое-что новое. Кажется, такие штуковины я встречал и раньше, но только сейчас допер, что это горшок с цветами, которые банально надо полить. Вот даже колодец рядом стоял для таких уникумов, как я. В итоге, преодолев весь лес, уже был виден спуск вниз к пляжу, но черт меня побрал двинуться дальше, так что в итоге про этот пляж я напрочь забыл. Еще один камень, или это тот же, рассказал, что те самые люди, что открыли секреты силы природы и создавали с их помощью волшебные вещи, заточили свои секреты в этих самых гробницах, и, видимо, их раскрытие станет моей конечной целью, плюс полная реставрация города. Еще одна небольшая палатка находилась прямо у входа в третий храм, чьи ворота отворялись активацией 2 камней. Хотя концентрация ловушек здесь была на прежнем уровне, пройти данный данж мне было легче, чем предыдущий. Здесь даже было некое испытание веры, где пришлось шагать по едва видимому мостику. На побочные сокровища я тоже зарялся, но главной наградой, конечно же, была последняя скрижаль и яйцо Лума, в этот раз выглядящее еще более круто, чем предыдущие. Лесная локация была куда более сложной и запутанной, но благодаря этому, а еще тому, что я зашел в тупик, я обратил внимание на то, насколько медленно испуганная птица отсюда улетала, а яркий воздушный шлейф как бы намекал, что я должен бежать за ней следом. Правда, насколько бы казуальной ни была эта игра, погоня за Каркарычем походила на какой-то смертельный марафон, ну или грибной трип. Я уже чуть не начал разуверяться в том, что эта погоня имеет хоть какой-то смысл, но еще через минуту все стало ясно. Даже несмотря на то, что все эти головоломки были простейшими, мне хотелось исследовать лес дальше, но 3 скрижали уже были в руках, а значит надо отпирать центральную гробницу. Ну, убранство, ну хоромы, приятно, что хотя бы здесь все не напичкано ловушками под завязку. Второй ключ из 4 был у меня. Продав почти 2 десятка украшений из найденных сундуков, я смог позволить себе улучшить пару инструментов до следующего тира. Железная руда сменилась лунным камнем, что крайне редко, но все-таки мне попадался, и парочка слитков как раз дожидалась своего часа. Археолог Арчи похвалил мои старания, сказав, что лучшего напарника по экспедиции нельзя даже и найти. Ну, конечно, учитывая, что напарник делает за тебя всю работу. Нихуя себе, блядь. Ебал. Я вернулся домой и начал выращивать оставшихся лума, одновременно с этим расширив загон и подготовив материалы для новых гнезд. Высадил немного черники из купленных на ферме зерен, пусть будут, и заселил краба, единорога и гидру в их новые дома. Последняя выглядела наиболее рарной. Забыл сказать, круто, что пока меня не было дома, эти мелкие продолжали есть и вырабатывать энергию, так что и для создания лупы, и для особых часов у меня уже хватало ресурсов. Теперь перед вами стоит уже умелый кузнец, знаю, так и не скажешь. Изменило ли это хоть что-нибудь в моей жизни, не уверен, как бегал как шестерка, так и дальше буду, но я приблизился к разгадке тайны острова еще ближе. Следующей отправной точкой станет скалистый биом.
Но прежде мне хотелось подтянуть и другие свои навыки, так начал я с рыбалки, и в этот раз решил действовать совершенно по-другому. Большие цели требуют большого аппетита, так что я решил мыслить глобально. Поймал сразу больше 50 кузнечиков для наживки, чтобы их хватило на все хотелки. Половину от этого количества я, конечно, просто купил, но не будем об этом. Хотел за добавкой говорящему грибу сбегать, но тот подобным не торговал. А вот что было странно, как можно назвать факт того, что он, будучи грибом, продает грибы? Что этот нигер себе позволяет? Но что-то я сильно отвлекся. Меня ожидал марафон рыбной ловли. Первым видом стал брехохвост. По сравнению с фермерской рыбой, лесная была заметно бодрее, и гоняться за ней было сложнее. Да и на то, чтобы вытащить рыбину, требовалось больше усилий. Заодно я рубил тростник, собирал речных раков и какую-то траву. Всего этого добра нагреб где-то по 15, а то и больше штук, и погнал к следующему водоему. Здесь уже клевал и листый окунь, но падла была такой же верткой, как и предыдущая. Следующий водоем пришлось пропустить, потому что там водился тот же вид рыбы. Но вот наконец-то я добрался к тому самому пляжу, о котором уже давно забыл. Здесь лежала куча сундуков, в одном из них мне попался чертеж коттеджного домика, что стало реальным сюрпризом. А недалеко отсюда лежала шестеренка, что была скорее всего квестовым предметом. На пляже валялись морские гребешки, а в прибережных водах плавали щуки. Не слишком-то похоже на щук, но этого добра я тоже словил около 15, надолбил соли и увидел древнюю книгу, которой в итоге так и не нашел проход. Одна пещера здесь была, но она в итоге была частью сети кратких путей этого биома. Каким-то чудом я вспомнил, что вероятнее всего здесь мне тоже будет нужен какой-то аналог морских медуз, и ловились они забрасыванием снастей в любую точку океана. Не с первого раза, но мне все-таки начали попадаться скаты. Я нагреб себе всего, что только было можно, заскочил к пещере на пути домой, чтобы пополнить запасы слитков. Дома я отгрохал кормушку для кроликов, наверное, без нее они не могли ничего производить, а потом занялся готовкой морских блюд. Каждый раз у меня получалось все лучше и лучше, и финальное блюдо заставило Перл услышать голос своей бабули где-то глубоко внутри себя. Теперь я провонял рыбой еще сильнее, потому-то и мог называться опытным рыбаком. Дальше, как и в случае с кузнечным делом, меня отправляли в горы, а приготовленные блюда этого тира продались за весьма и весьма неплохие деньги. Такую сумму я еще в руках не держал. Думал о том, как же мне попасть в горы, но потом открыл список заданий и, как понял, все это время ответ был у меня прямо под носом. Нужно было только заготовить веревок, камня и купить в магазине недостающую деталь. Попытка построить особняк оказалась неудачной, а ведь я для этого даже освободил место, сделал большущий загон для кроликов, чтобы в итоге узнать, для постройки коттеджа нужно купить разрешение от мэра. Весьма странно, но продавалось оно в обычном магазине. Покупка троса стала последним шагом к ремонту фуникулера прямо посреди городской площади. Теперь проход в новый биом был наконец-то открыт. Стоит ли говорить, что перед тем, как я туда отправился, потратил еще несколько дней на то, чтобы подогнать свои навыки искателя сокровищ под более высокие стандарты. Это было чертовски легко, за время исследования биома с псом я разграбил столько сундуков, что сейчас мне оставалось выловить пару десятков затонувших пиратских сокровищ с помощью магнитов, на которые ушло только каких-то 5 железных слитков. К тому же, как вы понимаете, хлам на морском дне не убегал от поплавка, в отличие от рыбы. Параллельно этому я нашел еще немного сокровищ, открыл до этого непосещенные участки леса, еще одно место для лагеря и наконец-то понял, как взаимодействовать с этими голубыми хрустальными блоками, которые явно стояли здесь не просто так. Пока пиратский хлам промывался, я оборудовал себе небольшую тропинку и высадил 6 яблонь, семена которых недавно появились в продаже на ферме. Думал наконец-то отгрохать особняк, но сюда нужно было слишком много ресурсов, грендить которые сейчас я хотел не особо. Главным предметом в приобретении следующего уровня профессии в этот раз стал пиратский колокол. Мужик продолжал вычурно говорить, демонстрируя тем самым свою пиратскую натуру. Наконец-то я был готов к походу в горы. На начальном этапе я собирал все, что только мог, какие-то горные грибы, похожие на лисички, ягоды, цветы, ловил червей, выглядывающих из-под земли, и особо активно рубил древесину, поскольку помнил, для скольких строительных проектов она мне понадобится. Очень быстро, буквально в паре десятков метров от фуникулера, нашел шахту с лунным камнем. В целом здесь были все руды, что я встречал до этого, за исключением лома. Здесь на смену бронзовому и серебряному появился золотой лом, а некоторые булыжники по какой-то неизвестной причине взрывались, словно были наполнены горючим газом. Улучшенная кирка с трудом справлялась с более твердой породой камня, а хлыст уже не поражал врагов за 1-2 удара. Ничего критичного, но стоит улучшить эти вещи в первую очередь, чтобы продвигаться по биому еще быстрее. Были здесь одни существа, усложнявшие мне жизнь, но перед встречей с ними я нашел новый храм. Старик уже поджидал меня тут. Снова я с моими фантазиями об избранном, учитывая, что об этом говорил только сам дед, а мой персонаж и вовсе не мой. Старина. Ты, по-моему, перепутал. Здесь все так же нужно было найти 3 скрижали, спрятанные в других пещерах. Старика я не сильно слушал в этот момент, потому что в мой затылок прилетали хуки от Каспера.
А вот те мудилы, ради которых стоит скорее улучшить хлыст. По-моему, они даже не наносили мне урона, а просто замедляли, но если еще на краю биома они меня подбешивали, то значит дальше этих ребят будет еще больше. Нашел микробак, где течение воды уходило в разные стороны, добыл первые залежи кальция и напоролся на еще один храм. Решил взглянуть на карту, чтобы немного сориентироваться, и понял, что этот биом скорее всего построен в виде спирали, что значит мне предстоит очень длинный путь к его вершине. Я встретил медведя, которому было абсолютно параллельно на мой урон, непонятно чем он был занят, просто смылся к одному из холмов, а после и вовсе оттуда пропал. В конце этого небольшого ответвления находился первый храм, отпираемый активацией 3 древних камней. Внутри ничего особо нового не было, ловушки сохраняли свою невысокую сложность, и только в конце появились огнедышащие статуи, которые самостоятельно меняли направление. Но в общем совершенно ничего сложного. Сука! Черт! Ёба! Была еще одна новенькая головоломка, но если сразу я старался перетаскивать эти булыжники как можно дальше, радуясь каждому лишнему квадратику пространства, то после быстро понял, можно было не париться. Первая скрижаль была у меня, а в сундуке я раздобыл еще одно яйцо лумы. Да уж, давненько я их не получал. Пора было отправляться домой, перерабатывать все добытые ресурсы во что-нибудь более полезное. Сам точно не знаю откуда, но я обжился несколькими слитками из вулканической руды, видимо последней существующих на этом острове. Вырастил нового луму в виде начитанного Тирекса и даже снова собирался построить себе новый дом. Но когда опять увидел, сколько ресурсов для него нужно, понял, что пока этим ресурсам можно найти куда более полезное применение. Например, наконец-то отремонтировать городской маяк, и пока у меня есть ресурсы и деньги, прокачать снаряжение. Я думал, что 60 тысяч это довольно большие деньги, но улучшение снаряги такого уровня уже было дороже. Нужные для строительства леса я купил в магазине, вполне возможно, что в будущем я смогу сделать их сам, но ждать не хотелось, так что 20 тысяч на эти деревяхи я не пожалел. Оказалось, что это лишь первый этап строительства, и для дальнейшего ремонта нужно целых 30 слитков из лунного камня. Что делать? Я вернулся в горы, на всякий пожарный настрогал себе палок, наделал факелов и погнал внутрь ковырять камни. Каждая новая пещера, такое чувство было еще больше предыдущей, потому что здесь мне таки не удалось добраться до края. Но что интересно, кроме новых видов драгоценных камней из сундука, что было уже привычным, я нашел выход из этой пещеры. Он вывел меня прямо на вершину одной из гор к еще одной древней книге. Слитков я наплавил вдвое больше, чем нужно, вернулся в город и, вспоминая, что для работы нужен будет еще и цемент, решил купить его, но цена меня маленько сбила. Уже эту хрень я точно могу сделать сам, тем более, что добыть недостающий минерал было несложно, хоть и в небольших количествах, но он был везде. Нашел пещерный тоннель, что позволит в будущем сократить мой путь к этой точке, и уже второй храм. Мне, как обычно, накидали несложных ловушек на пути, проводили по носу новой древней книгой, что была в метре от меня, но, увы, за бездонной пропастью. А вот после книги еще парочки слабеньких испытаний головоломки начали усложняться, и конкретно в этом месте одно лишнее действие с моей стороны могло привести к смерти или невозможности пройти уровень в принципе, из-за чего надо было его сбрасывать. Но в этой игре смерти фактически не существовало, так что я добрался к своей новой награде в виде скрижали и нового питомца. Кальция в горах я нашел немного, но его почти впритык хватило для починки. Маяк засиял с новой силой, а Нельсону, я так погляжу издалека, было... Вообще пох. Ну, зато в диалоге он выразил свою радость, только на словах. Теперь, как он сказал, можно спокойно ходить в плавание и днем и ночью. Где-то там в море есть затерянный тропический остров, и благодаря его карте я, возможно, смогу к нему добраться. Оказывается, на моей ферме есть сломанная лодка, которую все еще можно было вернуть к жизни. Ну, с виду так и не скажешь. Казалось бы, дальнейший план очевиден. Отправиться исследовать горы дальше, тем более, что остался лишь один храм, ну и еще пару гектар неисследованных территорий. Но я решил немного повозиться с кузнечным делом, раз уж у меня уже были с собой некоторые нужные вещи. И как оказалось позже, не просто некоторые, а практически все. Надо было только золото наплавить, но его у меня было даже больше, чем всех руд вместе взятых. Я сделал все промежуточные рецепты, наручи, перчатки, обувь, поножи, шлема, а после даже полные доспехи. Мне чертовски повезло с энергией лума, ее хватило как раз впритык. В этот раз Сильвия, пожалуй, меня даже перехвалила, назвав мою работу произведением искусства. Я даже подумал, что это конец, и я владел профессией в совершенстве, но нет. Оставалось еще одно, но в этот раз последнее испытание – меч затерянных друидов. Название невероятно пафосное, как для этой игры, оружие, достойное легенд. И раз это последний уровень мастерства, то, скорее всего, и тропический остров тоже станет последней и самой сложной локацией, где мне удастся побывать. Продав сделанные на коленке поделки, я заработал немного лишних денег и подул в центр с ними прощаться.
Встретил, черт, да это же Лара Крофт. Жаль, здесь нет социальных механик, как в Долине Стардью и Сандроке. Я был готов без лишней жалости попрощаться с 30 тысячами кровно заработанных монет, а все ради самой сложной профессии этой игры. Трудно было даже представить, что же будет ожидать меня здесь и почему именно эта профессия столь трудна. Наставником в этом деле стала та подозрительная подруга Арианна, и сейчас она эти подозрения удвоила благодаря своему длинному языку. Мне нужен кто-то с твоими особыми талантами и полным неведением истинной цели этой работы. Крутое начало, была бы здесь вариативность, я бы ей уже в лицо плюнул, ну что уж там, это все было ради благого дела, в основном, наверное. Установив новый верстак для археологических работ, я наконец понял, что нужно делать. В каждом храме была еще одна загадочная и закрытая дверь, да еще и с черепом, и только сейчас она стала доступна. А сложность профессии заключалась в том, что мне нужно было вынести отсюда эти древние артефакты, не умерев. Я забрал их, вернулся назад и смотрю такой, вот же он, проход в 10 метрах отсюда, через который я и вошел. А тут, окажется, даже какая-то музыка звучала. Ну, это так не работало. Нельзя просто так взять и выйти с реликвиями через уже открытую дверь. Надо пройти пару-тройку коридоров с ловушками в виде фаерболов и огнедышащих горгулей. Это по-прежнему было несложно, но я уже проходил все это, будучи максимально сфокусированным. А если учесть, что это первая и самая простая гробница, то дальше мне будет больно. Из первого древнего артефакта я сразу же сделал юкатальский браслет и продал его за не очень большую цену. Здесь, как и в других профессиях, перед нужной вещью надо было ковыряться с более мелкими штуковинами под предлогом обучения и тренировки. Для остальных реликвий у меня уже было все, что надо, пришлось только ненадолго заскочить в пещеру и подобывать здешние минералы, которые провоцировали агрессивных пауков. Дело было в шляпе, а шляпой была корона, которую я оттарабанил на скалу к совсем не странной жительнице. Она нарочито палевно не договаривала детали нашего дела, плюс ко всему остальному попросила никому о наших делах не рассказывать. Древняя корона, мол, могла нашептывать секреты природы. Да, структурно это занятие никак не отличалось от всех остальных работ, но вот сюжетно во мне активизировалась новая волна интереса к игре, и хоть мой путь был уже знакомый и довольно скучный, но вот что будет ожидать меня в конце, было безумно интересно. Я продвигался по биому, попутно решая головоломки. Судя по карте, я уже сделал первый самый длинный виток по этим скалам, дальше дело должно было пойти легче. Должно было, если бы не снег, замедляющий мое передвижение. Еще парочка камней в округе рассказала мне о том, что 5 веков назад голоса древних друидов утихли, что было следствием разрушительного землетрясения, и вызвано оно было существом, которое те держали в плену. Природа пыталась бороться с источником землетрясений, но опять-таки источником этого катаклизма было какое-то страдающее существо. Еще эти бесконечные снежные валуны, повсеместно мешающие жить. Я открыл еще одно сокращение пути и отворил врата третьей гробницы. И здесь испытания стали походить уже не на какие-то казуальненькие и милые коридорчики, а на гребанное минное поле, где малейшее отклонение от заданного маршрута приведет к аннигиляции. Здесь уже не было права на ошибку. Не имею, понятия, как я смог пройти этот уровень без единой смерти, потому что дальше... Весь этот длиннючий коридор сначала с простыми, а потом с весьма неудобными ловушками надо было пройти без ошибок, к тому же на скорость. Меня будто пожевали и выплюнули, я, признаться, был очень близок к тому, чтобы начать бомбить. Да не бомбит у меня! Но награда досталась мне быстро и маленько успокоила нервишки. Оказалось, что все это время я мог строить защиту от падающих валунов и вообще не париться, проходя подобные тропы. Единственное, что было проще в этой локации, это загнать чертову птицу на финальный столб ради награды, ведь локация была максимально линейной. На вершине сразу после волн снежных шаров нашелся винт для лодки на моей ферме, а последнее сокращение спасло от еще одной потенциальной волны подгорания моей сраки. Как приятно было наконец-то ступить на твердую землю, где твои движения не ограничиваются. Снова медведь, но после пережитого на вершине горы на эту лохматую тумбочку мне было абсолютно все равно. Вот оно, древнее святилище с моей наградой в виде предпоследнего ключа. Остается последний остров, последнее чертово испытание. Мне все еще было интересно найти все древние реликвии для той странной подруги, но побывав в последнем храме, я крайне сомневаюсь, что смогу пройти его, не откиснув хотя бы один раз. А старый черт, то есть старый мудак, то есть старик, который за всю игру ни черта не сделал, зато радовался и говорил, что мы близки к цели и что скоро нам достанется то, что хранится за древней дверью. И тут он тоже чуть не сказал чего-то лишнего, едва не закончив фразу, что после открытия гробницы мы оба кем-то станем. Черт, получается, теперь я не могу доверять и ему тоже. На пути домой улучшил инструменты слитками из вулканической руды, увидел, что для ремонта лодки нужно наточить досок, наплавить слитков и купить двигатель в городском магазине. Надеюсь, он не будет стоить слишком дорого.
Это был настоящий нокаут, но немного оправившись от местных ценников, я увидел, что с одной только продажи разных горных драгоценностей удалось поднять капитал до 70 тысяч. Ну а после забега с удочкой, где я сразу же ловил клады и собирал водоросли и вылавливал все 4 здешних вида, которые были еще шустрее, понял, что рыбные блюда из этого тира стоят свыше 10 тысяч за каждое. Очень быстро все приготовил и уже поглядывал в сторону крафта пиратского стафа, но на одни только блюда у меня уже ушла вся энергия лума. Само собой, Перл оценила приготовленную еду, но я немного удивился тому, что это не конец, потому что во время рыбалки в горах игра, очевидно по ошибке, дала ачивмент за поимку всех видов рыб. Имея в карманцах 150 тысяч, я купил движок и даже не обанкротился. Выплавил еще немного слитков и сделал 50 штук горного красителя для создания лодки. В ожидании высадил апельсиновый сад и наконец открыл себе билет на тропический остров. Первым делом я оценил карту острова. По сравнению с такими же большими, но очень линейными горами, тропический остров казался кошмаром. Логично, самое сложное испытание ждало меня в конце. Но, видимо, здесь будет не слишком опасно, я и вовсе думал, что этот огромный цветок меня сожрет. Врагами здесь были зеленые слаймы с черепами, по классике недалеко от точки входа находилась пещера с ресурсами и небольшой лагерь для их переплавки. Внутри меня ожидала уже знакомая вулканическая руда и платиновый лом, которого, как обычно, встречалось больше, чем руды. Добывая это добро, я словно вернулся обратно в первый день своего приключения, потому что непрокачанной кирке новые породы давались довольно тяжело. Старик снова говорил, чтобы я не относился так серьезно к этому пророчеству, хотя кроме него самого о пророчестве никто даже не заикался. Как обычно, у него была куча важных дел, так что старина сразу же испарился. Остров был довольно неудобен в плане исследования, в горах можно было отключить голову и просто бежать по прямой вдоль спиралевидного пути, но здесь же суша была раздроблена водой, и чтобы добраться к некоторым ее участкам, нужно было чинить старые мосты. Даже среди кратких путей ориентироваться было довольно сложно, ими пока пользоваться я не буду, чтобы ничего не пропустить. Первый склеп застал меня довольно неожиданно, а вот к тому, что внутри все будет сложнее, я морально был готов. Почти. Понять сложность этих испытаний можно только одним образом – поиграть в них самому. Да, это не трудно, но всего лишь одна ошибка, и ты начинаешь сначала. А в моменты, когда нужно учитывать тайминги, такие сюрпризы случались часто. Что уж говорить об этом. Да ладно, на самом деле это было несложно. Но вот гребаные фаерболы 100% будут еще долго преследовать меня в кошмарных снах. Даже радость от нахождения скрижали уже не возвращала боевой дух, ведь я знал, впереди меня ждет еще 2 таких же храма, если не сложнее. Решил по-быстрому прошвырнуться по здешних храмах, но когда увидел эту полосу препятствий, где между небольшими крохотными островками находились зыбучие пески, понял, что с таким уроном от хлыста пройти дальше будет довольно сложно. И когда утонул из-за того, что засмотрелся на карту, решил валить домой, лучше немного прокачаться. Мои апельсиновые деревья потерпали от засухи, сорняков и жуков. Прошло столько времени на урожае, пока можно даже не думать. Здесь нужен был тщательный ход, но был у всего этого и плюс. Прошло много времени, а значит у меня есть много энергии лума. Пока слитки плавились, а ресурсы обрабатывались, можно было заняться крафтом пиратского шматья и заодно наконец-то построить хотя бы какое-то подобие дома. Уж теперь я думаю, что точно готов, осталось досок до каменных блоков по 100 штук выстрогать. С приходом более редких руд у меня появилась нехватка угля. Если раньше его всегда было в достатке, то теперь, когда на выплавку одного слитка уходило его единиц 8 или 16, приходилось бегать по округе и рубить кусты, чтобы из веток выжечь еще больше угля. Морячок получил свое бесполезное пиратское добро, позволив мне подзаработать. Часть денег как раз таки пошла на строительные леса для моего дома. Признаться, ожидал, что он откроет какие-то новенькие механики или усилит персонажа, но окей, декорация так декорация. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Маленько покопавшись в пещере родяного драгоценного камня, я подул искать тут тропу из зыбучего песка, но в итоге самую малость заблудился. Такую малость, что минут 20 катался по плиткам, пытаясь избегать лавы. Получалось это... не всегда. И в итоге я заблудился настолько сильно, что оказался на вершине этого вулкана. Путь был не прям чтобы сложен, но, как и прежде, требовал концентрироваться и не торопиться, и это было чертовски трудно. На вершине меня ожидал еще один чертеж для создания нового дома, в этот раз прям таки огромного. А вот песчаную тропу я в итоге нашел, но, насколько могу судить, не ту, что в прошлый раз. На карте остров казался довольно простым, но на деле же я заблудился во второй раз, но в конце концов нашел второй храм. Если говорить о нем кратко... Это была неплохая разминка для нервов и неплохой подогрев для 5-й точки. Оставался последний храм, и, если честно, я хотел как можно скорее его найти, потому что этот остров мне совершенно не нравился.
Мне повезло, чертовы зыбучие пески, считай, нашли меня сами. Это был длинный извилистый путь, в конце которого я открыл себе последнюю краткую тропу для перемещения по острову и отворил врата, активировав 4 камня, что в этот раз были разбросаны прям-таки далеко друг от друга. К удивлению, последний храм меня не душил почти. Здешние ловушки не требовали столько внимания, как предыдущие, и во многом я избегал их благодаря реакции. Не без косяков, конечно, но я продвинулся дальше без лишних трудностей. Правда, что касалось профессии археолога, теперь я понимаю, почему у нее именно 3 черепка обозначают сложность. Я помню Лимбо, в котором, чтобы открыть все ачивки, надо было пройти игру, умерев не больше одного раза, или вообще не умерев, и там в финальном уровне надо было просто более-менее точно подобрать тайминг для прыжка. Но здесь же, по-видимому, нужно будет пройти всю сеть этих уровней, что сейчас больше походили на какую-то адскую дискотеку, минное поле и полигон для стрельбы в одном лице. Без смертей запомнить паттерны поведения ловушек, иметь достаточно терпения и ловкости, чтобы все это преодолеть. Это, скорее всего, не для меня, но я попытаюсь. Я не бежал, я прямо-таки летел к центральному храму острова за последним ключом. Я еще никогда не был так близок к цели и, вернувшись в город, обнаружил, что археолога Арчи здесь больше нет. Надо было обратиться к старику, у которого, только сейчас заметил, торчала стрела из головы. Тот рассказал, что, видимо, древнее пророчество и правда сбылось, и что я все это время действительно был избранным. За дверью главного храма нас ожидает кое-что грандиозное, что-то не из нашего мира, и это что-то сковано древними цепями и связано с 15 чистыми духами. Теперь предстояло принять решение, на чью сторону встать. Посреди древнего храма был расположен какой-то дрожащий кристалл, возможно, он был живым, вот только что делать до конца было непонятно. Истории тех камней о прошлом вроде имели смысл, но были слишком короткими и отрывистыми, чтобы я мог из них что-то понять. Но увидев, как перед кристаллом стоят 2 старика, я понадеялся, что они скажут мне, что вообще здесь происходит. Старик Джеффри рассказал, что много сотен лет назад эта штука упала с неба, а местные друиды поработили ее и сделали источником энергии для нашей цивилизации. Землетрясение было следствием того, что эта сущность пыталась выбраться из цепей. Когда-то одно из таких землетрясений уничтожило цивилизацию, и вот началось новое. Однозначно надо было этому помешать, но сделать это можно было 2 разными способами. Первый – отпустить это существо из заточения, используя Лумов как ключ, а второй, как сказал археолог Арчи, уничтожить это создание, которое несомненно представляет опасность. Изучив его осколки, можно будет понять источник силы и использовать на свое благо. Я пытался разбить цепи, но, видимо, ударил сам кристалл. А для освобождения, как я понял через минуту, нужно поймать все существующие виды лум и принести их сюда. Всего их было 14 или 15 штук, и я явно собрал еще не всех. Ну что ж, видимо, конец этой истории немного затянется, потому что я хотел освободить кристалл, а не разрушить. Оказывается, мои дела были не так уж и плохи. На территории фермы я точно собрал всех лума, их давали в сюжетных храмах и тех самых руинах, для открытия которых нужно было собирать кристаллы. В лесу я просто нашел руины, и оказалось, что у меня уже кристаллов достаточно. А про горный биом я совсем забыл, там руины были открыты и так. Значит, оставался только тропический остров. Это уже было чертовски приятно. Мимоходом я купил себе пару новых чертежей и пока выращивал уже имеющихся лума, построил себе сарай для коз и свинарник. А из плохого я снова сидел без денег. Но по сути они для меня были не так уж и важны, потому что я нашел тот самый участок острова с минным полем в виде зыбучего песка. А значит, я нашел то, что искал. Осталось найти всего лишь 2 кристалла, и спасибо игре первый находился совсем рядом, а второй я и вовсе случайно нашел. Конечно, небольшие сомнения в том, что это не последние лума у меня были, но спасибо Стиму. И снова в древний храм, но в этот раз я был здесь, скорее всего, уже в последний раз. Расставлял всех пойманных зверушек, которые делились ядром частью своей энергии, и тут я на миг подумал, что логичнее было бы, если бы я разрушал сами цепи, а не усилял ядро. Ведь более сильное ядро могло бы вызвать более сильное землетрясение, но... Камон, ребят. Древнее существо свободно, все счастливы, и на голубом небе появилась еще одна звезда, что мерцала, словно благодаря того, кто выбрал свободу вместо богатства. После финала игры можно было снова поработить, то есть вернуть животных обратно в их дом. Арчи был недоволен, не понимал, как можно было упустить такой источник силы. Говорил, небось гордишься собой, но было видно, что в нем говорит обида. И главное, что теперь остров больше не представлял интереса для этого типа, и он свалит в другое место. Но старина Джеффри с простреленной головой поблагодарил за то, что нам удалось разорвать замкнутый круг, раз за разом приводивший к новым смертям. Магия острова после этого ослабла, но стала более спокойной. На меня накатила волна облегчения, ведь со своей задачей я справился, и теперь можно откинуться на спинку стула и заняться совершенно бесполезными по сути своими делами. Не то чтобы до этого я занимался чем-то важным. Что же делать дальше? Очень простой вопрос, с кузнечным делом, конечно, тем более, что у меня уже было достаточно слитков. Но я так думал, пока не посмотрел, сколько слитков нужно для создания меча потерянных друидов. Ну да, пошел я Фармить.
Странно, но за все свои забеги по шахтам мне так и не удалось найти чего-то вроде той кнопки из фермерской пещеры, что сбрасывала местоположение руд. В этой и других пещерах я не один раз доходил до самого края, но так и не встретил никаких механизмов. Меч стоил целых 100 тысяч, и кроме баснословного количества слитков, я потратил еще более баснословное количество угля. Если верить Сильвии, у меня получилось настоящее произведение искусства, и теперь она сказала, что ей больше нечему меня учить, но есть чему поучиться самой. 125 тысяч стали отличной наградой, а вот эта штуковина знаком того, что с одной из профессий я расправился окончательно. Дальше я перешел на рыбный промысел, здешние виды были еще шустрее, а в придачу к бесячим замедляющим кустам добавились вихри, засасывающие поплавок внутрь себя. Последние рыбные блюда были так же просты в приготовлении, как и раньше, пока я не добрался до финального. Да, видимо, для финальных заказов каждой профессии мне придется гриндить в особо крупных размерах. Но и здесь удалось справиться. Перл оценила изысканнейшее блюдо, что получилось один в один, как у ее бабули. И давайте не будем обращать внимание на то, что всю игру меня водили за нос, и львиную долю игры я занимался не рыбалкой, а еще одним изощренным видом готовки. С поисками сокровищ дело обстояло еще труднее. Для крафта пиратской призрачной пушки, что шла следом за целым арсеналом всякого оружия, нужно будет какое-то невероятное количество добычи из пиратских сундуков. Но то, что я добыл до сегодняшнего дня, я добывал где-то на фоне, пока занимался разгадкой островных тайн и поиском храмов. Теперь же мне предлагали целенаправленно прочесать остров вдоль и поперек, чтобы мой пес унюхал еще с полсотни сундуков. Но я ведь не какой-то там долбоеб. Я пошел искать сокровища. Скука была разогнана нового вида загадкой. На вершине холма стоял выделяющийся цвета камень, который после дробления испарялся. Далеко не сразу я заметил, что он не пропадал насовсем, а просто превращался в бабочку. Это было неким тестом на скорость, где я должен был быстро менять инструменты, ломать, рубить, ловить или поливать появившийся объект. После этого я бросил нахрен эти чертовы бесконечные поиски сокровищ. Погнал в город, купил лицензию на ювелирное дело, где сразу же прошел парочку испытаний своего нового учителя. Но в конечном итоге бросил все это и погнал чинить городской пирс за несколько сотен накопленных ресурсов. Мэр, само собой, был рад, ведь теперь поток туристов возобновился. Он даже вроде как стал серьезнее, извинился и сказал, что теперь будет обращать внимание в первую очередь на нужды горожан. Но как-то верилось в это с трудом, ведь как минимум свой отягощающий якорь шеи он так и не снял. Понимая, что до 100-го дня времени осталось не так уж и много, я решил, что стоит заняться самым интересным и, возможно, самым сложным из занятий, которые мне сейчас в принципе доступны. Ну и на очереди был храм в лесу, а точнее 3 храма, в каждом из которых лежали разные древние реликвии. Знаете, после тропического острова с его ловушками, здесь я чувствовал себя как рыба в воде. Это не значит, что я не умирал, нет, но к удивлению обнаружил, что даже после смерти я не теряю найденные реликвии, так что все это добро добыл достаточно легко. Понес новую корону Ариане, несмотря на то, что игра по сути уже была пройдена, ее планы не изменились, и подруга продолжала быть загадочной и странной, но тем интереснее было это занятие. Зимние храмы начинались так же легко, но вот дальше спешка снова дала о себе знать, и я начал умирать достаточно часто, чтобы заметить этот элемент интерфейса. На входе в храм у меня было 4 жизни, причем потраченные ячейки возвращались, как только я заканчивал прохождение очередной комнаты, что было на самом деле довольно приятно. С таким условием я, возможно, и осилю зачистку всех храмов в игре. Но была новая проблема, не хватало энергии лума, из-за чего пришлось потратить почти 150 тысяч на покупку новых животных. Немного расширить загон и периодически покупать у того седого гриба особый корм, который лума могли есть в неограниченном количестве. Жаль, что покупался он за довольно редкую валюту, выпадающую из врагов и при открытии сундуков. Что было еще крайне неожиданно, но на самом деле логично, у всех остальных пещер с ресурсами все-таки были свои устройства для сброса, так что можно было не бояться, что мне не хватит ресурсов для бесконечного гринда. Еще одна корона была готова, в этот раз подруга Ночь уже не настолько сильно скрывала свое естество. В имеющуюся в коронах силу она якобы не верила, конечно, но сама по себе Арианна явно не была обычной. На полном серьезе говорила, что превратила надоедливого соседа в кролика. Но, как бы там ни было, последняя запакальская корона теперь была моей целью. Да и о девушке, если честно, не веяло больше чем-то прям зловещим. Вот только теперь это были 3 последних и самых сложных храма с ловушками. И знаете что? Это было не так уж и плохо. Конечно, была пара моментов, где я начинал сыпаться, к тому же именно там, где в прошлый раз я все довольно быстро и просто пробежал. Но благодаря капле выдержки и это испытание не смогло сломить меня, так сильно как бесконечный гринд, о котором чуть позже. В этот раз неспешные пазлы с расчисткой пути были прям приятной отдушиной.
Начался этап сборки, в котором я еще не один раз отвлекался на добычу редкого лома и минералов, но, слава богу, успел это сделать как минимум до наступления 100-го дня. Пришлось ради этого минут 40 гриндить, выискивая сначала фрагменты реликвий в поодиноких кучках камней, а потом еще пару десятков алмазов, что были изредка разбросаны по тропической пещере. Запакальская корона, последняя из существующих, наконец-то была у меня в руках. Но если в самом начале знакомства с той подругой я был бы уверен в том, что дальше случится что-то очень мутное и нехорошее, то сейчас уже догадывался, что она на самом деле неплохая. Эта корона источала мощную энергию, и Ариана впервые за все диалоговые реплики открыто меня поблагодарила. И на самом деле она не была обычной жительницей города, а кем-то вроде ведьмы. Землетрясение, по ее словам, было лишь началом, но с помощью короны она сможет предотвратить надвигающуюся катастрофу. Сказала, что у нее никогда не было друзей, теперь ясно, почему она так странно общалась. Ну и рассказала о доверии. Теперь мы с ней стали друзьями, и для нее это было и правда очень важное событие. Я бежал домой, на самом деле понимая, что за 3 оставшихся дня я не успею сделать ничего особо стоящего. Хотя на самом деле здесь еще точно было чем заняться и на что посмотреть. Так, например, стоило лишь заглянуть в магазин, где я не был уже вечность, увидеть здесь кучу новых, очень дорогих товаров. Разрешение на постройку замка за 50 тысяч – это самое дешевое из новинок. А вот дальше – энергия падающей звезды, сила обелиска, ракетное топливо, святая вода, древние руны друидов и разрешение на фермерский магазин. На фоне всего этого свой магазин звучал даже как-то слабо. Но цены на это добро начинались от 500 тысяч и заканчивались на отметке в 5 миллионов. И мне на самом деле было интересно, для чего все это добро нужно, учитывая сами названия предметов, что походили уже больше на Астронир, а не на какую-то аркадную ферму. Мне было чертовски приятно находиться в этом мирке все это время, но стоит признать, что гринд длиной в пару десятков часов того явно не стоит. Последние игровые дни я занялся тем, чем, если честно, стоило заняться намного раньше. Я просто чилил, погнал в горный биом за древесиной, купил строительные леса 1000 на 50 и выстрогал досок на постройку нового дома. Он выглядел чертовски приятно, что снаружи, что внутри. Жаль было только одно, что вся эта красота служила чисто декоративным целям, а не использовалась, как, например, в той же долине Стардью. Остаток времени я занимался облагораживанием своего участка, ничего особо крупного и дорогостоящего, но даже с тем участок приобрел более приятный вид, особенно если сравнивать его с тем, что было состоянием на первый день моего приключения. Теперь здесь было приятно даже просто прогуливаться. А что касалось той кучи новых ресурсов, на которые еще часов 30 надо гриндить, их чертежи уже находились у меня, и чисто схематически я уже могу их показать. Жаль лишь, что насколько бы загадочными не были эти каменные обелиски, звездные врата и, черт, даже целая ракета, но они, как и все остальное, служили только декоративным целям, и это значит, что я мог со спокойной душой закончить это приключение. Спасибо, что провели эти 100 дней со мной. Да, это была довольно нетипичная игра, она не давала мне сложных целей, не закидывала сильными врагами или непроходимыми испытаниями. Это была игрушка чисто про такой себе чил. Мини-мирок, куда можно прийти не ради крутого сюжета, постановочных сцен или сложных испытаний, а просто отдохнуть. Повозиться в земле, подолбить камень. Понятно, что такое далеко не для всех, да и я, лично играя в нее, отдохнул с большим запасом наперед. Но для тех, кто хочет просто расслабиться и, скажем, выключить на время голову, она хорошо подойдет. Спасибо, что смотрите, что поддерживаете канал активностью в комментариях. Если вдруг вам не приходит уведомление о выходе новых видосов, то эта кнопка решит проблему. Отдельное спасибо всем тем, кто находит в это сумасшедшее время возможность поддержать канал еще и монетой. Ваша поддержка придает мне сил. Ну и до встречи в новых видео.